Меня зовут Надежда Шереметова, я представляю фонд «Фотодепартамент». И уже 2 года мы делаем образовательный проект, обменный, культурно-образовательный опыт фотографий северных стран. Я думаю, что многие из вас были на наших событиях, на открытых лекциях или на семинарах. И нам кажется, что фотография в мире развивается, возможно, слишком стремительно, чтобы мы как-то успевали в нее влиться. Но мы пытаемся это сделать, в том числе с помощью организации таких событий, и семинаров, и лекций, да, каких-то обменных проектов, чтобы стать частью фотографии, чтобы лучше ее понимать, чтобы быть, что ли, внутри современной фотографии. И почему голландская фотография? Почему бы и нет? Потому что на следующий год, возможно, будут фотографии других стран, и мы думаем, что точно будут. И в том числе на следующий год, в 2013 году, мы продолжим проект опыт голландской фотографии, потому что это будет год Голландии в России, год России в Голландии. Но образовательные проекты для нас важны, и важен их уровень, важен их уклон. Важно, что мы стараемся, и мы уже уделяем, конечно, фотографии не технической стороне дела, да, не тому, возможно, как снимать, как пользоваться камерой, а тому, как думать о фотографии, как рассуждать о ней, как читать, как быть в контексте теории, как исследовать, нежели сразу идти за изображением. Но изображение тоже важно. И мы, конечно же, хотим показывать умную фотографию. Надеемся, что все те события, которые были, которые будут, они будут в этом контексте. I have been, after my graduation, doing exhibitions for the Photo Museum in the Netherlands and also for the Selig Museum. And then I switched to magazine making for Phone Magazine. So I'm also did the editing part, and now I'm back to researching. На всякий случай я все равно в 2 словах упомяну, чем я еще занималась. После выпуска из университета я занималась кураторскими проектами в Голландском фотомузее в Роттердаме, а также в Стейдлике, музее современного искусства. Затем я переключилась на редакторскую работу в Phone Magazine, и после чего сейчас вернулась к исследовательской работе. And for this lecture, I chose a theme that relates a bit to my research, but is also a main fascination of mine, why I work with photography. И на лекции я хотела бы рассказать о теме, с которой я работаю, в том числе и в моем исследовании, но это также является основной причиной, почему в принципе мне интересна фотография. And it's called Between 3 and 2 Dimensions. And that comes from when I started exhibition making. I was reading an interview with the German artist Wolfgang Tillmans. И презентация называется «Между фотографией между 3 и 2D». И исследование началось, когда я читала интервью с немецким фотографом Вольфгангом Тиллмансом. And what he was saying in that interview was that he's very much fascinated by this transformation of a 3-dimensional space with the bodies in this space into a 2-dimensional flat image. И то, что он там рассказывал, это то, что он очень заинтересован в том, каким образом пространство с его 3D-объектами трансформируется в двухмерное изображение. Explains in a visual way what I mean by that. It's that actually an object, and here we see it's a paper, actually becomes by photograph, by the means of the camera, a flat play of forms in the shape of the rainbow. И мне кажется, конкретно эта фотография очень хорошо иллюстрирует и визуализирует эту идею. Собственно, мы видим сложенную бумагу, но на изображении создается ощущение, что это плоская поверхность и как будто это дождевая капля.
And why I mention that is because often we are immediately drawn to what the image actually depicts. So we're tempted to forget that we deal with an object, with a flat object. И очень интересно то, что когда мы смотрим на фотографию, мы сразу же начинаем смотреть, что изображено на ней, что внутри нее, но мы совершенно забываем о том, что она имеет свою поверхность. And that's because we immediately interpret the central perspective with our brain automatically does that. So we don't see actually the shapes anymore. Наше сознание делает это практически автоматически, потому что все мы смотрим на мир через идею такой прямой перспективы. And just a little trick I sometimes do is by half closing my eyes so you only look through your eyelashes, and then actually the idea of perspective vanishes and you're very much aware of the forms. И можно проделать такой интересный трюк, немного прикрыть глаза и посмотреть на мир через полуприкрытые глаза, и тогда вы увидите, что идея прямой перспективы постепенно исчезает, вы видите объекты по-другому. And in order to actually get an idea of the materiality of the photograph being actually a three-dimensional object, I'm now researching on the notion of the surface of a photograph. И чтобы разобраться лучше в вопросе трансформации объектов в двухмерное изображение, я сейчас занимаюсь исследованием поверхности фотографии. Because if we think about it, when also looking at those images, we don't look at the surface of it, but we immediately look behind. Our imagination goes beyond the surface. Да, вы только подумайте, любые изображения, мы сразу же начинаем смотреть, что за поверхностью. Мы входим в то пространство, которое за поверхностью. So the surface of a photograph is actually meant to support the content of the image like a window, like a transparent way to look through. Поверхность фотографии своеобразным образом поддерживает изображение, в том смысле, что она становится неким окном в изображении. That's only to give you an idea of this installation of Wolfgang Tillmann's work, who is very consciously in the way he presents the work. Это просто изображение для того, чтобы проиллюстрировать то, каким образом Тильман совершенно осознанно работает с инсталлированием работ в пространстве. But talking about the notion of the window in relation to photography, I thought I'd like to introduce you to the work of the German photographer Sabine Hornig. Но также, если говорить о соотношении идеи окна и идеи фотографии, то я хотела бы также показать работы немецкой художницы Sabine Hornig. She photographs windows and displays them often in real size as an installation within the exhibition space. Она фотографирует окна и представляет их в инсталляциях внутри выставочного пространства в масштабе 1 к 1. And the reflections of the glass. The reflections of the glass, I think, are actually very much making you aware of a surface that's not working. It doesn't let your vision go through the image. И отражения, которые мы видим на стекле, они очень хорошо представляют эту идею того, что есть пространство, которое не пускает нас внутрь изображения. What happens is that we become aware of the space we are in as viewer, because that's the space that's actually reflected in the image. И что происходит, это то, что мы совершенно четко осознаем, что перед нами есть поверхность, в том числе и потому, что мы как зрители как бы отражаемся в поверхности. And we only can enter a little bit into the back of the image by those things where the reflection doesn't cover the image. И мы все-таки немножко можем войти в изображение, но только в тех местах, где оно не закрыто отражениями. And I want to take this like as this explanation of being aware of those two spaces we have to deal with in photography. One is the space I'm in and I'm looking at the photograph. And the other space is the space that is photographed by the photographer. И мне кажется, это иллюстрирует идею о том, что существует два пространства. С одной стороны, пространство, в котором находимся физически мы, как зрители, а с другой стороны, пространство, которое находится за поверхностью фотографии. And in that sense, coming back to my initial argument, is
that the surface is actually the thing that departs us, like that separates my space from the photographic space. И можно вернуться к моей первой мысли о том, что поверхность фотографии является неким разделителем, границей между зрителем и тем, что есть фотография. And because we can't actually enter the space who is visible behind the window, it's our imagination that goes there, but it's only partly going there. It never can totally understand what this space behind is all about. И поскольку мы физически не можем войти в изображение, получается, что наша фантазия, наше воображение заходит туда, но тоже не во все участки пространства. And going back to the initial thought I introduced to you that Wolfgang Tillman said, from this transformation of a three-dimensional space into a two-dimensional flat image, I actually want to add the idea that there comes from this three-dimension to two-dimension transformation, the transformation into the third again as an object. И если вернуться к идее Тильманса о том, что 3D-пространство трансформируется в 2D-изображение, то я могу добавить больше. Потом 2D-изображение тоже становится 3D-объектом. And you see this is how it's displayed at the moment, and it's like reenacted as an object in the space, which is no window, but it seems to be like a window, and she often also uses the wooden frames of an actual window to present her photographs. И вы видите на картинке фотографию того, как Коуртен сделала инсталляцию дома, и, собственно, фотография выглядит как настоящее окно. На самом деле оно встроено в стену, иногда она добавляет деревянные рамы. But of course, this is a lecture on Dutch photography and not on German photography. I'm aware of. И, конечно, да, я знаю, что лекция вообще-то о голландской фотографии, а не о немецкой. But I just want to get you acquainted to the thought behind how I approach photography and how I think you should kind of approach photography as well, but be invited to. Но я просто очень хотела показать, каким образом какая моя начальная точка размышления о фотографии, какой у меня есть подход, поделиться им с вами, предложить его. And very accurate, articulated way the photography not only shoots the photograph, but also how to present it. Like, is it framed? Is it behind glass? Is it mounted? Is it coated? Is it a spatial installation? So I'm very much going from how can I experience the photograph. И для меня очень важно, каким именно образом фотография реализует себя, напечатана она или нет, висит ли она в управлении или просто заламинирована, является ли она инсталляцией в пространстве. То есть для меня очень важно, каким образом фотография представляется и как я, как зритель, могу ее пережить. So here I am introducing to you 8 Dutch artists who, in my sense, have this very particular articulated way of how they actually, what they photograph, which reality they're dealing with, but also dealing with the reality of the photograph as an object. И я хотела бы представить 8 голландских фотографов, которые очень четко выбирают свои пути и совершенно осознанно выбирают, что они фотографируют, какую реальность, с одной стороны, они фотографируют, а также какую реальность дают фотографии, то есть обращают внимание на сам медиум. And the first one I'm introducing to you is Joris Janssen. And the reason to introduce you to this work, Cosmos, is because that's very much going about this materiality and the surface. What you see here is an analog chromogenic print, a color print, that he put under a microscope and enlarged it like heavily and photographed it. So what you get, it's this view, as you can see, of the cosmos, but the cosmos appears to be in the very small. So how I see this work is an homage to the analog print and the materiality. Постараюсь помнить. Первый фотограф, которого я хотела представить, это Джорис Янсен.
И эта серия называется «Космос». Очень важно ее представить первой, потому что она обращается именно к материальности, к физическим свойствам фотографии, к поверхности. И о чем, собственно, эта серия? Он берет фотографии аналоговые, кладет под микроскоп, делает невероятное увеличение и рассматривает просто какие-то микроскопические детали. And like when I talked about the notion of the surface, that's very much the surface, how it looks like when you look at like on a very tiny level. И я как раз говорю о поверхности. Это очень хорошо иллюстрирует этот тезис, потому что мы смотрим на саму поверхность в очень мелких деталях. And when talking about the photograph as an object, and we are still having the paper print in our mind, we think, yeah, but that's the flat image. This image actually shows this thought that it's not a flat image, because the black part you see is the paper, and added are the layers of the different gelatin layers. So that's actually basically what my research is about, just to give you an idea. И также очень часто мы думаем о том, что фотография — это плоское изображение, где присутствует один отпечаток, но здесь, как вы видите, вот эта черная часть — это другая часть снимка, и также есть желатиновые уровни, и, собственно, само изображение состоит из нескольких физически ощущаемых уровней. Об этом, в общем-то, и мое исследование. Opposite to Janssen, I'm introducing to you Willem Popelier, and he. Oh, I think it's coming. И после Янсена я представляю Вильяма Попелера. And he made a project, a very recent project. It's called Showroom Girls. It's from 2011, where he collected photographs, digital photographs, immaterial photographs of two girls who made photographs of themselves in a Mac store on a computer without deleting it. И Вильям Попелер работает на серии Showroom Girls, шоурум девочки, которую сделал совсем недавно, в 2011 году. Что он делает? Он собирает цифровые изображения двух девочек, которые зашли в Mac Store и сделали огромное количество фотографий себя и не удалили. And by like assembling those hundreds of pictures that hadn't been deleted, he recognized a necklace of one of the girls. И well, there was a necklace telling her name actually. И на одном из изображений он увидел ожерелье, которого было имя одной из девочек, и после этого он смог узнать ее. And through that necklace, he actually could identify this girl and was getting into her Twitter account and actually found out a lot that she shared online. И через это ожерелье, через имя он смог найти ее Twitter-аккаунт, написал ей, и также он увидел там очень много изображений других, которыми она делится с другими людьми. And he is particularly not interested in those individual two girls, who they are, but more in the phenomenon of what we all share online, but also like what we are not aware even, who is actually looking at our photographs. И в этой истории он не заинтересован непосредственно в этих девушках, в их персоналиях, но скорее в самом феномене того, каким образом мы фотографируем, делимся этими фотографиями и зачастую даже не знаем, кто их просматривает. So when developing this exhibition, it wasn't meant to become photographic objects, and that's why I'm also including it, but very consciously to actually make aware of the amount of pictures, but so you actually can also see it, because on a screen, nature is actually a screen photograph, but if you would see it on a screen, it would be much too, like you couldn't see all together next to each other, and this amount is just unbelievable. И я включаю фотографии этой инсталляции, потому что очень важно хотя бы чуть-чуть понять, какое количество фотографий было сделано, их было очень много.
И если просто просматривать их одно за другой, не будет такого ощущения. И, собственно, это также важно, потому что их природа цифровая, это картинки на экране, они, в общем, не физические объекты сами по себе. And the pink squares in between are actually photographs that were deleted, so to give you a sense of. И бумажки, розовые бумажки, это тоже фотографии, но фотографии, которые были удалены. And in the middle of the exhibition space was also included a live printing machine who live printed the tweets that were done by that girl, not knowing being in an exhibition. И на выставке также стоял принтер, который постоянно распечатывал то, что писалось в Твиттере этих девочек, которые даже не подозревали, что про них проходит выставка. And these are the messages of one year. И это сообщения, которые представляют только один год. By one girl. Одной девочки. And why I introduce you also to this work is because I think it very goes about our time and our behavior with photography, not only how we pose for photographs, but also the whole idea and notion of privacy. И еще причина, по которой я показываю сейчас эти работы, это то, потому что она достаточно современная, говорит о современных вещах, о том, каким образом мы относимся к фотографии, не только как мы позируем, но и как передаем их. So in that sense, it becomes a highly engaged work, talking and discussing about a very essential idea we have to be aware of. И эта работа очень вовлекает себя, должна быть совсем близка, потому что говорит. And this was a newspaper and their article, and there followed a few in the main Dutch newspaper about it. And through the newspaper, actually, the girls were becoming aware that they would be in an exhibition. И это голландские газеты, которые делали репортаж с выставки или про проект, и, собственно, через газеты голландские девочки узнали, что этот проект существует. So this work of Willem Popelier is very much showing that it's not particularly here in this work going about the object, it's rather going about the two-dimensional image. But he also doesn't, I mean, he's very much aware in the way he presents it. И, собственно, здесь фотография Попелера очень... Извините. That it's not about the object of the photograph, but more about the image. Да, идея в том, что он не фокусируется на самом объекте фотографии, а это скорее просто про изображение. Now I'm introducing to you Isabel Wenzel, and why I put her behind Willem Popelier is because she focused actually on this whole notion of posing in front of the camera by photographing herself. She's a trained acrobat, that's why she can push herself, her body like this. И сразу после Вильяма Попелера я хочу представить Изабель Вензель. Почему именно ее? Она тоже занимается вопросами позирования, но делает это немножко по-другому. Она фотографирует себя. Изначально она акробат, и поэтому может достаточно делать странные вещи. And two aspects are interesting to me. One aspect, or the first one, is that she is aware, or she plays with the triangle between the photographer, the photographed, and the viewer. И что мне кажется очень интересным, о чем она прекрасно знает и с чем она играет, это своеобразный треугольник, который создается между фотографом, тем, кто фотографируется, и зрителем. Like how she presents herself in those positions, it's not without faces, it's only the female legs, and that refers to the stereotype desire we love to look at the female body, and the subject in her sense is female and the photographer male. И то интересно, каким образом она представляет себя. Вы не видите лица, но вы в основном видите
ноги, и это отсылает к вопросу о том, что модель — это женщина, и фотограф — это мужчина. And the second aspect that attracts me with this work is that she actually acknowledges the sculptural value of the human body. И еще один аспект, который мне интересен в этом проекте, это то, как она относится к человеческому телу как к скульптуре. So that's also, in my sense, again, what I was talking beforehand. It's the object. It makes me aware of the sculptural value of a photograph displayed like this, and also the subject in the image. И фактически это делает возможным осознание того, что перед нами фотографируемый объект, скульптура и изображение. This is one of her installations. Это одна из ее инсталляций. And the next photographer, I have to say, Isabel Menzel is only working inside the studio, only with herself and someone photographing her. И также я должна упомянуть, что Мензель работает всегда в своей студии, всегда она на фотографии, и кто-нибудь ее фотографирует. So whereas Isabel Menzel stages to express a certain human behavior we have with the camera, I introduced Courten, who is more of an observer and actually pictures the human behavior, but by just observing her surroundings. И в то время как Мензель играет с языком тела, я представлю следующего фотографа, Паулину Коуртен, которая скорее наблюдает за человеческим поведением. She only is actually behaving herself as well in the public space and observing people and their habits, and she's focusing on very small phenomena. И в основном она наблюдает за людьми в различных публичных пространствах и фокусируется на каких-нибудь маленьких деталях. So her work is an endless collection of observations she does with her camera. She selects it with the camera, but also filming, and she draws and writes. И ее работа — это коллекция огромного количества фотографий, которые являются ее наблюдениями, но также помимо фотографирования она снимает фильмы и пишет. And sometimes the people she photographs are not aware of their habits, and sometimes she even asks them to reenact them. И в некоторых случаях люди не в курсе, какие привычки они представляют или что она видит, и иногда она просит их заново повторить какие-то действия. And she travels to a lot of different countries, and it's very interesting to actually see it in those little things, everyone's common habits. И она очень много путешествует по разным странам, и очень интересно наблюдать, как эти маленькие детали или привычки отличаются. And by that she touches upon very essential themes of life, of how we behave, how we walk around, who we are as human beings. И таким образом она затрагивает очень важные темы, кто мы, что мы делаем, какие наши привычки. And the way she presents this is also like an endless map. Like her exhibitions is you almost walk through on the wall. И то, каким образом она представляет работу, это практически бесконечная карта. Вы практически гуляете по стене. And the same goes for her publications, especially her last one. It's not bound, so it's only assembled works you can pull through. И то же самое касается ее публикаций. Например, одна из самых последних — это не сшитые изображения, а разные изображения, которые вы можете вынуть из папочки. Pauline Althater? It's various stories. Well, and what she also developed is not only the books and the exhibitions, but she also started in those years 2007 to 2010
a performance that she actually called a sort of lecture. И эта работа, в том числе включающая в себя и перформанс, которую она начала в 2007 году и продолжает, называется что-то типа лекция. So here you see her on the right, being with a camera on a table and actually filming while putting all kind of different things, and it's immediately screened. И вы можете видеть ее справа в углу, она кладет различные вещи перед камерой, это сразу же проецируется. And by doing that, she actually becomes aware of the narrative that develops like in the movie by putting all those different things. И таким образом она создает нарратив, очень похожий на то, что мы увидим в кино, когда один объект следует за другим. And talking about narrative, that's a particular theme that comes back a lot in photography as being a method to work in series. I introduced to you Florian van Roekel with his graduation project called How Terry Likes His Coffee. И говоря о нарративе, как методе работы с серийными проектами, я хотела бы представить Флориана ван Роекела с его дипломной работой, которая называется «Как Терри любит свой кофе». And he's mapping the human behavior in an office set. И он практически картографирует людей и все, что происходит в офисе. By consciously using flash, he adds a dramatic effect to actually very common things. И он использует вспышку, благодаря чему создается драматический эффект. And so it's very consciously he connects in his visual language to the language of filmmaking as well. И все время на протяжении своих работ он делает отсылку к языку кинематографа. For instance, by also using two images after each other, who are slightly almost the same, but they're not. В том числе используя прием размещения двух изображений, очень похожих друг на друга, но отличающихся немножечко, одно изображение сразу после другого. And his main work, or like it was immediately during the graduation published as a photo book. И во время выпуска эта книжка была опубликована. And he uses the photo book as one of those examples with the linearity it has from the beginning to the end. И в самой публикации книжкой он подчеркивает линейную структуру истории. And how he develops the book is actually going from the setting. So you actually enter the office space, and then he dives on the floor and slowly goes up. И вы входите в книжку так же, как входите в офис сначала через интерьеры, потом на этаж, потом вы поднимаетесь. Until he actually goes into the interaction between the different protagonists. И затем он, собственно, уже изображает взаимодействие между разными протагонистами. And what I found interesting, I was present in Berlin when his exhibition was installed. Интересно то, что я присутствовала, когда происходила инсталляция его работы в Берлине, в Сеуле. And we became aware that this work, so well known through the photo book, is a bit difficult to actually install in an exhibition space. И мы столкнулись с тем, что поняли, работа, которая была известна в качестве публикации, в качестве книжки, ее очень сложно проинсталлировать. Because in that space you didn't have the build-up from beginning to the end, but it was much more fragmented. Потому что пространство, которое есть в галерее, оно не линейное, не идет от начала к концу, а скорее оно фрагментарное. But that's just as an explanation how this change in between, in different media actually works with different words. Это также показывает или говорит о том, что как сложно переключаться
как разные медиа по-разному влияют на работу. Another photographer who also works with, in his essential documentary photographic work, but using a narrative and making it fictive, is Kimbubi. И также фотограф, который работает вроде бы с документальным проектом, но делает его фантастическим, это Kimbubi. She made the project Phantom City, which is a portrait of the Dutch city Rotterdam. И она сделала проект, который называется «Призрачный город», и который повествует о Роттердаме. And she very consciously calls it a photo novel because she adds this fictive, highly imaginative part to the work. И она настаивает на том, чтобы называть эту работу фотороманом, потому что она добавляет очень много выдуманных элементов. So that's also the way she actually transforms it in an exhibition presentation, is also to be invited to start your imagination going. И она также делает на этом акцент на своих выставках, делает их таким образом, чтобы ваше воображение начинало работать. And she adds a writing voice of someone walking actually between those buildings. И также она добавляет закадровый голос, который говорит, пока вы ходите между этими зданиями. And what her point was that Rotterdam is a city that it's very said that it's a booming city full of culture and colorful, and one of the exciting parts of Holland. And she shows a different way the forgotten alleys, the depressive, it has actually from the past it was highly destroyed during the war. So she questions this notion of this super advertised city. И Роттердам известен как процветающий город, культурный центр. С одной стороны, такой наполненный красками, но Ким как раз исследует те места, которые заброшены аллеи, немножечко исследует город с другой стороны. And that's why she mingles her own photographs, like this is one of her own, and found footage. И поэтому она смешивает свои фотографии и также найденный материал. И также я еще не сказала, но Роттердам был очень сильно, практически уничтожен во время Второй мировой войны. So here you have to imagine that you are sitting here in front of those three projections who create this sense as if you would be walking through the city. И представьте себе, что вы как зрители сидите перед тремя проекциями, и у вас создается такое ощущение, что вы идете по городу. And choosing a slide projection, which is in its nature immaterial, she even more underlines that it's all taking place actually in the imagination of us. И она также выбирает медиум слайд-проектора, подчеркивает нереальность медиума и через это говорит о том, что все практически происходит в нашей голове. I show you some extracts of the book, who is very consciously also having the shape of a novel book. Я также покажу вам отрывки из книги, которая имеет форму книги романа. Then I'm going further to another photographer who also is very known for her bookmaking as well as the exhibition. It's Petras Stafas. И сейчас я покажу фотографа, который тоже известен по своим публикациям. Это Петра Ставас. And especially her project Libero. И в особенности ее проект Libero. And this project is actually about
a house she has discovered in southern Italy when she was photographing there. И этот проект о доме, который она случайно обнаружила в Южной Италии, когда фотографировала там. And when entering this house, which we will enter now as well, и когда она вошла в этот дом, в который мы сейчас тоже войдем, when the thing corresponds, когда это случится, she discovered, actually, I mean, it was totally distorted in a way, but she still found photographs of the people who have inhabited that place. Но когда она вошла в этот дом, она также нашла фотографии людей, которые до этого жили в этом доме. And she started to do some investigations, and actually found at the end someone who's still alive but lives in the United States. И она начала расследование, и в итоге нашла человека, который принадлежит этой семье, но живет в Америке. And why I show you this is she actually takes a very specific personal story of this family who has immigrated to the United States, but with showing this one story, she actually reflects on a much bigger picture. И Петра, с одной стороны, берет очень конкретную, очень личную историю одной семьи, но с другой стороны, эта история более общая. Because the depopulation in this area is very present, not only like it started in the 70s, but until now, because it's one of the poorest parts of Italy. Но это связано с проблемой снижения численности населения в Италии и в этом районе, который стал очень бедным. So in this book, as well as in the exhibition, we actually make this way through the pictures of this place with all the forgotten things and her travels to this person who lives in the United States. И в книжке, как и в выставке, мы видим различные фотографии, вещи, принадлежавшие этим людям, а также снимки, сделанные уже в путешествии в Америку. So actually a bit similar to Kim Bouvier, she also works with found works, found footage, that in this case personal photographs of the family and her own photographs. И так же, как в случае с Ким Бouvier, она работает и со своими изображениями, и с найденным материалом. С тетушек, которая жила в этом доме до 91 года, когда она умерла. And this was actually the letter through which she found this person in the US. А это те письма, через которые она смогла найти человека в Америке. And this is him, and his name is Libero Greco, and so that's why the project is called finally Libero. И это этот самый мальчик, этот человек, который зовут Либеро Греко. And this is her photograph. She mixes. А это уже ее фотография Либеро. That was the letter she wrote to him when they didn't have contact yet before. Это первое письмо, которое она ему написала. And here I think that's the maquette she made for one exhibition. It becomes clearly of the different layers in that project of the collected photographs, the interior photographs and the personal photographs. И это макет, который она сделала для выставки. Через него становится достаточно ясным, как она представляет все три уровня: найденный материал, собственные фотографии интерьера. So the big images, the interiors are big to actually enter the spaces, whereas the small personal things of those ants, like the clothes there, are very small, quite small. И большие изображения, на которых видны интерьеры, специально сделаны такого размера, чтобы мы входили в помещение, и также мы видим личные детали, личные вещи,
они специально печатаны меньшим размером. And what she did with the found photographs of this family is that she used slide projection for these. А для фотографий, которые она нашла в доме, она использует слайд-проектор. It's thinking mind. Сейчас вы переключится. Here you see again the different layers within the space. А здесь вы тоже видите разные уровни пространства. And to finish my talk, I'm finishing with Anna Heine, who's in this whole selection the most recent graduated. И заканчиваю свой показ с автором, которую зовут Анна Хейне, и которая, наверное, одна из последних выпустилась из университета в 2011 году. And she also focused on a very local little phenomenon to actually tell a much bigger story. И она фокусируется на очень маленьком локальном феномене, чтобы рассказать более глобальную историю. She has a little allotment in Rotterdam, and she tried to photograph anything of this allotment, any plants, any insects, any animals crossing this allotment, the sky above, the temperature of the water. She measured like anything you can imagine. У нее в Роттердаме есть небольшой участок, сад, и она пытается сфотографировать все, что она находит в этом саду, все растения, всех животных, всех насекомых, небо. Она меряет температуру воды. And there she plays actually with the very essence of photography and our need to document and to archive. That's one of the things why we photograph. В этом проекте она играет с идеей природы фотографии, которая заставляет нас документировать все и хотеть все заархивировать. So here you see the allotment, what she pasted different photographs together, and next to that it's all those little phenomenons, leaves. Then she also kind of did some. The red thing is bacteria. Do you see like viruses? She И здесь справа вы видите сам участок, который изображение составлено из многих разных фотографий, а слева висели маленькие детали, например, листья и даже бактерии. And as you can see with the leaves, she also included a very old process of the salt print. И также с листьями слева вы можете видеть, она включила очень старый процесс соляной печати. And there she like revealed everything that was beneath every stone in this allotment. И также, что она сделала, она подняла каждый камень на участке и смотрела, что находится под ним. So she tried to document anything that has to do with this allotment, but in a playful, experimenting way, she actually tells us that it's impossible to grasp what reality is about. И она делает этот проект, она исследует этот участок, но она делает это при помощи такой игры и тем самым заставляя нас задуматься о том, насколько вообще реально исследовать реальность. She also graduated with a book that she designed herself. Она выпустилась с книжкой, дизайн который сделала сама. The next slide is really nice. Следующий слайд очень интересный. Make it more exciting. Hello.
Here, for instance, she studied the behavior of snails. It's not snakes. Snails, how they behave in groups. Например, она исследовала, как ведут себя улитки в группах. And she does the date and like which sort of snail it is, but also like the action they do. И она записывает даты, какого типа это улитки, ну и также все действия, которые они производят. So I think when, or we would love to believe that with a photograph we can catch a part of reality, but actually she shows us that it's not possible, but she does it with a smile. Фотография призвана говорить о том, что мы можем поймать, запечатлеть реальность, но в своем проекте Анна показывает, что на самом деле это невозможно, но она делает это с улыбкой. That was her laboratory. Это ее лаборатория. And these are the most often things in this allotment. Это те объекты, которых больше всего на участке. Under the plants and the animals. Среди растений и среди животных. And then we conclude, or I conclude again with an abstraction, even that she kind of researched on. Like small, like that's again a microscopic image. И закончу я тоже с абстрактного изображения, с картинки, с изображения, которое она делала при помощи микроскопа. And then I was talking so much about the object and like this tension between the object and the image, and I'm myself having only a slideshow. Я так много говорила о том напряжении, которое возникает между объектами и самим изображением, а у меня сейчас слайд-шоу. So I hope that you can bear all what I said, or not all, but the main aspects in your mind, and visit the exhibition that takes place with QuickScan next year, September here. И я надеюсь, что вы придете и сможете посмотреть на эти проекты в рамках выставки QuickScan, которая будет происходить в следующем году. And thank you for listening. И спасибо. Задавайте, пожалуйста, вопросы. Как можно громче. У нас нет микрофона, к сожалению, в зале. With the showroom girls, now that the girls know that this is going on, it seems like there's a logical continuation. Has that happened yet? Вопрос был про серию Вильяма Попелера «Шоурум девочки», и он заключался в том, когда девочки узнали о том, что этот проект существует, последовало ли какое-то логичное продолжение? Что случилось? Well, as a project itself, it's finished, but the girls found out, so they got in touch actually with the artist, and it had an afterlife on blogs because the matter is something that relates to actually any of us. So that was the only afterlife, but the project in itself, that's the way it is. And it comes, a publication will be done. Сам проект завершен, в том числе скоро будет сделана публикация, но девочки теперь знают художника, они друг друга знают, и сам проект очень много обсуждается в блогах, потому что это очень важный в современности вопрос. Можно ли что-то узнать о себе, рассказывая? Is that possible to know to learn something about yourself, telling stories of others? Да. Well, I think absolutely. I mean, I'm not a maker, so I can't answer that like from that perspective. Да, мне кажется, абсолютно да, но я не могу говорить достоверно, потому что я не художник. But for instance, when taking Pauline Oldhagen's work, it's something you very much, it's about other persons, but you relate it to yourself.
So it's very much telling actually something about yourself. Если, к примеру, взять работу Паулины Алтейтен, это работа абсолютно о других людях, но это что-то, что ты можешь соотнести с собой. I have a question. You're doing research on photographic work on the object of photography, but is it, I don't know if you have it in mind yet, but is it going to be an immaterial research, or you're thinking about presenting it in the space of an exhibition as a spatial? It's totally immaterial, I have to admit, my work. But as I'm working together with the collection of the State Museum and real artworks and specific artworks, it has actually a very material part to it. But not that I'm making myself a curated show about it. Мое исследование абсолютно нематериально, но я работаю также с архивом Стедлика, Музея современного искусства, и там очень много художественных работ, но не думаю, что я буду делать специальное шоу, посвященное этому. Я как понял, что проект как большой анализ современной фотографии и как некий опыт взаимодействия между наблюдателем и самим изображением. Например, вопрос, как я почувствовал в самом начале лекции, что происходит обезличивание образа, то есть вот чаще всего это безличностное взаимодействие с ним. Вопрос у меня, как вы думаете, куда движется фотография? От человека или все-таки, или как, вот, или к человеку? Куда движется фотография? Вот как, что позволит вам понять фотографию, ваш анализ? As far as I understand, the whole lecture was about new tendencies in photography, and also I got that it mostly was about the relationship between a viewer and an image. But is there any place for a human being, or is photography actually moving out somewhere back towards a human being, or in some opposite direction? Не могли бы еще раз вопрос сформулировать, если я неправильно поняла? Как вы думаете, исходя из вашего анализа, куда движется фотография? К чему движется это искусство? Потому что она сейчас очень сильно изменяется и развивается. Даже вывод, основной вывод всей этой лекции, потому что я слышал, увидел много анализов, то есть всяких, то есть новых современных видений, как взаимодействия человека и фотографии и так далее. Но я не понял основной вывод, куда же все-таки двигается фотография. Well, I can make it short. And the audience wants the conclusion where the photography moves. Okay. Future photography. Yeah, what's the future of photography? What's next, Carolin? Well, Okay, in relation, let's make it in relation of viewer and image. Well, I think that the distinctions become more apparent. I think the image itself is very much in everyone's life, but the thing itself disappears as an object because we're only shooting digital. So I think the development of becoming immaterial surrounding us, it's actually asking, or we feel the need to deal with photographic objects. I think that's where in an artistic context the object becomes maybe even more important now. Поскольку природа фотографии, вообще образа становится нематериальной и цифровой, в художественном пространстве и в художественном контексте очень важно становится обращать внимание именно на материальное качество объекта. And I think that's also because the digital image in itself is immaterial. It even makes it more important to how you present it, like in which kind of object way you present it. И также, поскольку изображение цифровое, становится невероятно важным, каким именно образом вы его представляете.
but that's not a conclusion. Но это не исключение. Лектора, можно ли узнать современные фотографии, двигатель идей, автор или куратор все-таки? Потому что мне показалось, что было такое мнение, что по техническому заданию просто снимать любую арт-фотографию. Что для съемки арт-фотографии достаточно просто технического задания. Техническое задание автор или куратор? Who decides? Who decides upon the idea of the project, an artist or a curator? Because it seems that there can be some kind of a technical assignment, and then somebody makes images for the project. I think absolutely the artist. Абсолютно точно художник. But it's when it comes to an exhibition space, in a conversation with the curator, and the same goes for the editor. When I did for magazine, it was also I knew a curator knows his space, and the editor knows its magazine. So with the conversation with the artist, then you develop, I think. But it has to be actually a choice of the artist. В первую очередь это выбор художника, но как только проект переходит либо в пространство галереи, либо в пространство журнала, то это становится неким диалогом вместе с куратором, между художником и куратором, или между художником и редактором. Например, Carolin работала в фом-журнале, и она как редактор может лучше знать свою платформу. And I think also you feel it. That's why I also started with Wolfgang Tillmans. He actually hangs his own exhibition, so he's curator and artist in one, and also the way he talks about it in a very clear way. And I think when walking through the exhibition, it touched totally my heart, because it was just matching perfect the form and the content. И мне кажется, вы даже можете чувствовать это. Например, сначала я говорила про Тильманса, который является одновременно и художником, и куратором. Он очень четко об этом заявляет, и он сам тоже развешивает свои работы и делает инсталляции. И когда вы идете по пространству с его изображениями, они попадают прямо в сердце, вы чувствуете их. Вообще вот работы, которые были представлены с позициями выставок, занимались сами художники, либо они делали это совместно, может быть, с куратором? The question is about the installations that you showed. Were they made by artists themselves, or which were the cases when they were collaborating with curators? Definitely the Willem Popelier exhibition was developed with the curator together, because initially he only had the images without the dots on the girls' faces. Например, проект Вильяма Попелера «Шоурум девочки» с розовыми листами, он был сделан вместе с куратором, потому что вначале были просто изображения девочек. So in order to be safe in the image rights and as a museum, as an official place, that was kind of the solution that artists and the curator together have decided upon. И в итоге есть целый ряд вопросов по правам, и также галерея должна для себя их решить, как в таком случае с презентацией частной жизни поступить. И это было решение, которое принимали вместе и художник, и куратор. And if I'm honest to you, that was why I also showed to you the Florian van Roekel exhibition at CEO Berlin, which in that case I felt that it wasn't like a very clearly choice of the artist, but rather of a gallerist or a curator. И я вам также показала инсталляцию проекта Вильяма Попелера «Как-то любит свой кофе». И там в основном работа была сделана куратором. Because that work is so filmic in its nature. Florian van Boekel.
Прошу прощения, сказала very popular Florian van Rooijkel. Because this work is in its nature so filming that it almost, choosing it as a print. I mean, that's a decision, but I'm not sure if that's 100% a decision of the artist. That's what I don't know. И сама природа этого проекта, она очень кинематографическая и немного линейная. И я не уверена, кто выбирал, кто делал инсталляцию, шоу, художник или куратор. Но в выставке сложнее передать эту природу, которая есть на книге. Вот вообще, если говорить об этом проекте Showroom Girls, то там есть такой момент, что фото — это один из моментов выставки. То есть выставка состоит из разных медиа. И если посмотреть, вот все работы, которые мы посмотрели, есть такое движение вообще в сторону концептуального искусства. То есть фото здесь уже не как фото, а как прием, да? Как техника. So we have seen in lots of projects the mixture between different media, and it seems that photography is no longer photography on its own, but more like a conceptual tool. Yes and no. И да, и нет. I think it's very much about photography, but not being limited by the boundaries of the photographic medium. So it's not anymore about only prints or like, not about the prints, but actually it tells you a lot about how the photographic medium works. Am I clear? Yes. С одной стороны, этот проект действительно именно о фотографии, потому что благодаря использованию других различных медиа становится ясно, каким именно образом работает фотография. This question is very much. Мне, кстати, повторять на русском микрофон вопрос? Да. Вопрос был очень похожий про то, насколько можно, есть ли вообще границы какие-то у фотографии и как избежать того, чтобы она стала частью каких-то других медиумов. So the question is very much related to the previous one. It seems that lots of audio and video works and other media are used in projects, and how to define the borders of photography, and is that necessary or is that possible to keep them? I don't think that you have to keep the borders of photography. I don't think that you lose telling about photography by opening up the borders. Мне не кажется, что вы потеряете фотографии что-то, открывая эти границы. Because I think the photographic image in itself is so connected to different media, like it's visually connected to the film, to the moving image, but it's when it's printed, it's connected to the painting, and without the material, it's connected to visual culture, like to advertising, everything. So I think cutting off the borders wouldn't make sense because it's a medium that's so interrelated with lots of different. Наверное, нет смысла проводить какие-то очень четкие границы, потому что фотография в любом случае связана с другими областями. Например, она связана с кино,
Она связана, если ее напечатать, с рисунками. Она также связана с всей визуальной культурой в целом, с рекламой. И спасибо.